птички поют, понимаете? Птички наконец-таки поют. Сколько птичек. А тут такие заморозки. Ну, это последнее я смотрела заморозки, потом уже будет идти потепление. Но весь апрель все равно холодный. Ну что ты, собакин? Доброе утро, ёпсель-вотрёпсель. Доброе утро, ребята. Доброе утречко. Морозное. Между прочим, вон какой-то как будто олень. Ой, всем доброе утро. Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, если вы не смотрите еще вот эти прекрасные видео на природе, на вот таких вот прекрасных реках. В Беларуси, кстати, это река Неман, конечно же. Рассвет прекрасный, заморозки. Отлично. Дым, ко мне. Давай, малыш. Сидеть, малыш. Ой, ты моя умничка. Ой, ты моя умничка, моя зяйка моя. Я для себя заприметила еще это место, ребят. Тогда, когда приезжали рыбачить сюда на спиннинг. Здесь такая интересная обхаженная поляна. Травка практически выстриженная, выхоженная. Видно, что люди отдыхают. И вот здесь вот такое вот прекрасное место, с которого я могу забрасывать либо вот сюда ложиться, либо вот туда. Сегодня у меня наконец-то два фидера. Это будут два элеганса в росте 3,9 с тестом до 120 грамм. Две палки, которые дублируют друг друга. Для этих фидеров у меня вот такие вот прекрасные подставки Elegance метод фидер, которые я буду уже использовать не первый раз. Обалденные, просто нереального качества подставки с чехлами в комплекте. Вот эти головы в комплекте, они, кстати, не идут, они докупаются отдельно. По очереди следим за пёселем, стараемся не выпускать его из вида. Он, в принципе, пока из вида не выходит, но отходит достаточно далеко. Поэтому контроль все-таки нужно соблюдать. Это не взрослая собака, это маленький щенок, которому еще 3 месяца и 1 неделя всего лишь. И он обалденный красавчик. Он просто умная собака. Он уже знает команду, в городе, по крайней мере. Он знает команду ко мне, он знает команду апорт, он знает команду сидеть, он знает команду фу, он даже знает команду ждать. Такую подставку можно установить 2 способами. Если мягкая земля, ее можно просто взять и воткнуть. А если, как написали мне в видео, ой, когда земля твердая, ты фиг ее установишь, то ее можно, ребят, вкрутить. Кстати, дальше там был старик, но я все-таки решила отдать предпочтение этому месту. Не потому, что я его считаю более рыбным, а потому что вот здесь вот, когда сейчас потеплеет, вот здесь вот на вот этой вот траве, будет меньше клещей, чем если бы мы сели вот в такой траве. Посмотрите, какой кабанчик. Вот этого вот кабанчика мы взяли, и он весил 8 килограмм 600 грамм. Сколько ты сейчас весишь, собака? 12 килограмм. Поднеси его поближе. Посмотрите на это чудо. 12 килограмм. Кровь с молоком, да? Оставлю 3-унцовый квивертип. Вот так вот выглядит фидер 3,9 Elegance. Обалденная палка V1. Всем рекомендую. Очень легкая, очень удобная и очень хлесткая. Я уже выуживала на прошлой рыбалке на нее рыбу, и мне очень понравилось это делать. С нетерпением жду, когда начнется нормальный сезон. То есть начнутся нормальные рыбалки с нормальным количеством поклевки. Обязательно, может, съездим на какое-нибудь осиповическое водохранилище, где просто можно кайфануть от того, как у тебя клюет. Может быть, на какое-то тетеринское водохранилище или еще куда-то. Сначала я заброшу одну снасть, а потом я приступлю к тому, что оснащу вторую. Ручка вкручивается. Все готово к эксплуатации. Плетенка здесь 0,12 флагман. И стоит небольшой кусочек шок-лидера.
не две длины удилища, а совсем небольшой для амортизации на забросах, на вываживании. Почему короткий? Для того, чтобы не цепляло столько мусора. У катушки 2 клипсы. Первым делом, что нужно делать на каждой рыбалке, это когда уезжаешь, сбрасывать клипсу, что я никогда не делаю, поэтому сейчас на первом выбросе я, конечно же, эту клипсу буду просто снимать. Продеваю. Давайте выберем какую-нибудь прикормку. Фидер черный. Так, посмотрим. Течение, цвет черный. Фидер цвет черный и течение цвет черный. Давайте возьмем, попробуем фидер черный, да? Так, ну, тоже мелкая фракция. Желтые, белые вкрапления. Похоже на какой-то шоколад, наверное, слушайте. Ну, попробуем замешать, посмотрим, как себя она поведет, как впитает воду. Вот такая вот прикормочка. Для замеса корма воспользуюсь венчиком. Был у меня вот такой вот, ну, красивый маникюр. Руповерт у меня Ревер, конечно. Посмотрим. Ага, обратно. Есть. Оп. Ага. Отлично. Иду набирать водичку. Здесь можно к воде подойти. О, как. Сейчас сперва первое увлажнение корма, а потом сразу буду искать точку. В этот корм нужно аккуратнее наливать. Я уже это поняла, воду медленней, не так быстро. И постепенно очень его увлажнять. Ловить я буду на реке, поэтому корм должен быть увлажнен хорошо. Делаю выброс, чтобы снять клипсу со своей катушки. Слушайте, ну стоит прям ровно-ровно как надо, да? Казалось бы, вот здесь вот, Юля, и оставляй. Ну, могу сказать, что клипса плетенку мне не попортила. 3-унцовый кавертип у меня здесь стоит, смотрите. И я все чувствую, как у меня отбивает и что есть на дне. Я сейчас проверяю дно на наличие каких-либо зацепов. Если зацепов никаких не будет, можно все здесь ловить. Но я думаю, что здесь можно ловить. Там было так тык-тык-тык, а здесь прям часто-часто-часто. Ох ты, как хорошо, интересно. Ну, я думаю, что вот отсюда вполне себе нормальное место для того, чтобы половить. Место на входе поворот. Рядом у меня как ориентир классное такое дерево, под которым может сидеть рыба. Там 100% коряга. Посмотрим, будем ли мы цепляться при ловле. Остается выбрать кормушку, на которой ловить. Дымок! Это крючки 16 номера. Это тоже крючки 16 номера, но вот здесь вот тоньше, видите, цевье. И я возьму именно те, которые с более тонким цевьем. В термосумке я, конечно же, храню наживку. Нет, не в этой. Оба! Оба! Вот это вот мне может пригодиться. Пускай размораживается на солнышке. Вот это. Оба! Уже наживочка идет. Сейчас проверим корм, что у нас с кормом. Высыпаю себе немножко вот сюда корма. Так, слушайте, ну такой прям ничего, такой тяжеленький получился, хороший.
Наживляю сюда белого опарыша и красного. И вообще возьму сейчас, перемещу их в коробочку, чтобы туда-сюда не открывать. А у меня всегда было открыто, я просто брала туда. Есть. Ну, глубина там, наверное, метра будет 2, может, каких. Так точно. Пока я тут разбираюсь, я поставлю еще себе колокольчик, чтобы, если что, просигнализировала поклевки. Вот у меня есть вот такая вот коробочка маленькая. Хорошенькая очень. И в эту коробочку я сейчас пересыплю своего опарыша, чтобы его не терять. Все, белый с красным будут вместе. А вот это уже можно выбросить. Опарыш, вот такая вот целая банка для нарезки. Можно на насадку использовать. Есть, конечно же, насадочный мотыль. Вот такой хороший мотылек. Ага. Плетенка флагман, одна 0,12, вторая 0,14 миллиметров. Фидер называется, наверное, четырехжирная, раз написано X4. 150 метров один моток. Мне сказали в комментариях, плетенка там немного плюсит. Ну да, ну и что? Так у всех плюсит. Покажите мне хоть одного производителя, у которого не плюсит. В таком месте, ребят, лучше всего использовать подсак 4 метра. Раньше я пользовалась подсаками, которые были сборные. Потом поняла, что их длины просто, понимаете, не хватит. И они у меня часто ломались. И у меня все время цеплялась с них рыба. Вот такие ставишь, вообще проблем нет. Офигенные. Пёсель упал в воду. Ну, доколупался. Ёпсель-матрёпсель. Пока там никого нет, ребят. Корм классный. Я надеюсь, что питательный. Легко, кстати, его заварила. Если с тем, который течение, у меня были небольшие проблемы с его липкостью. Если еще рыба клюнет. Есть. Есть, ребят, рыбка. 12 поводок, кстати. Поэтому, если там что-то такого плотвинного размера, можно не бояться. И проверим, как поведет. Ух ты, какая классная плотва, посмотрите. Ну, огонь же. Крючок хороший, той формы, которая нужна для реки. Вот, посмотрите. О, видите, как засекло идеально? Именно поэтому я выбрала крючки именно такой формы. С длинным цевьем больше для водохранилища. А вот такие огонь. И видите, на красного опарыша одного. И плотва полушершавая. Снова наживляю красного опарыша. Буду очень осторожно в этот раз поступать с животным компонентом. Попробуем насобирать, может, на какую жаренку троху рыбки будет. Для установки, ребят, садка потребуется вот такая тычка. Моя поляна. Здесь у меня стоит прицеп. Здесь стоит палатка, в ней мы ночевали. И дальше фидерное место. Нашла вот такой вот кирпич. Блин, ребята, поклевка! Поклевка, ребята! Поклевочка! Все, нету рыбы. Чтобы садок адекватно лежал на дне, и для того, чтобы его комфортно забрасывать, нужно ко дну
привязать какой-то камень. Вот так вот я на дно примотала кирпич. Надеюсь, что он не отвалится. Разбираю свою вторую удил. О, поклевочка, поклевочка, ребятки. Блин, поклевки какие-то пошли. И нифига не могу засечь рыбу, понимаете? Друзья, здесь у нас нанесен логотип производителя. Здесь у нас надписи производителя, название, тест удилища, его рост. Написано Japan. Значит, у фидера японское качество. Аккуратные колечки со вставками, с дополнительным, конечно, усилением. Такая вот легенькая палочка. Фивертипы все в комплекте одинакового цвета, но, слава богу, на каждом указано, на какой вес они предназначены. Есть, ребятки! Какая-то рыбка есть. Легкое удилище. Легко забрасывать, легко вываживать. Я надеюсь, что это плотва. Еще одна. А если не плотва, то что-нибудь другое вообще будет хорошо. Пофиг. Ох, какая красивая. Я же говорила, еду на плотву, значит, будем ловить плотву. Я просто этого парыша уже не буду снимать. И к нему вот подену. Раз. И два. Ага. Нашел рыбку и не взял. А мотыля возьмет, да? Поесть. Фу. Есть. Забросик. Перекручиваю волшебную ручку катушки. На этот раз на бекинг буду использовать вот такую вот леску. Очень выгодно такую брать. Это моток 1000 метров. 0,2 сечения. Стоит там в районе 30 рублей, ребят. Вообще огонек. Вот такой узел получился, соединяющий между собой бекинг и плетенку. Плетенку 0,12 миллиметров. Юль! Видите, чем удобно 3,9? Фидер. Как бы она сейчас туда не вела, я все равно вот так вот вершинку вытягиваю, и мне хорошо. Идет то ли плотвичка, то ли густерка, неважно. Плотвичка. Еще одна. Не такая крупная, как предыдущая, но все равно такая красота. Сейчас поставим вместе с опарышем. Ты обо мне вспомнил наконец-то. Ты обо мне наконец-то вспомнил, да? Ты обо мне наконец-то вспомнил. Ну что, вот смотрите, на одного красного опарыша рыбу я прям чувствую, что она идет крупнее, да, чем на... Подождите, нет, у меня было сочетание здесь мотыля? Нет, у меня здесь был только красный опарыш. И на одного красного опарыша сейчас вы увидите плотва больше, чем на пучок мотыля или на опарыша с пучком мотыля. Просто на одного опарыша. Вот такая вот плотва зачетная. Вот так. Видите? Один опарик. Засекает прямо по центру губочки. Погнали. Оп, пошла. Вот уже сейчас была поклевка на этот фидер. Сейчас посмотрим, что там идет. Уже на другой фидер. Видите, как удобно. Когда две одинаковых снасти можно взять, быстренько отмерился и все. И еще одна вот такая вот шикардосненькая плотва. Снова, походу, идет плотва.
А может и не плотва, не знаю. Но рыба какая-то идет 100%. Я ее ощущаю. Оп. Совсем мелкая. Котик, идет твой котик. Ты где был? Ты где был, мой котик? Ты где был, мой котик? Ну? Итак, внимание, у меня сейчас сработал навозный червь. Как ни странно. Очень большой, целый навозный червячок. Значит, не зря его купила. Сейчас мы увидим, кого мы поймали. Мы поймали. Вот скажите мне, что я сделала это специально. Только попробуйте мне это сказать. Я ждала того момента, чтобы усесться в новое кресло Carp Pro. Перед вами кресло в разобранном состоянии. Вот так спинка складывается для транспортировки. Вот так спинка максимально раскладывается. Здесь у нас по центру идет мягкий флис. И внутри, смотрите, какой классный наполнитель. Такое кресло будет в жаркую погоду хорошо охлаждать и отводить тепло, в холодную погоду оно будет согревать. Вот здесь у нас Oxford 650D, он водонепроницаемый и очень легко чистится. У кресла 4 регулируемых ноги, максимальная длина 50 сантиметров, минимальная 35. У каждой ноги есть вот такая вот пяточка, которая также регулируется под любую поверхность и не проваливается в мягкий грунт. Замочки вот такие. Вверх мы отщелкиваем, регулируем ногу в нужное положение и защелкиваем, фиксируем обратно. Несмотря на то, что у кресла мощный каркас, оно очень легкое, не превышает его вес 6 килограмм. Довольно широкое у него сиденье, довольно высокая спинка. На спинке есть специальная подушка, также мягкая флисовая вставка с наполнителем и вот такие вот подлокотники. Что также важно для людей, которые не просто любят половить рыбу, но и любят хорошо отдохнуть, почилить, клюет на щучка. Ну давай, давай, давай. Не прошло и 10 часов, так сказать, и фидерное место готово. Вот так вот выглядит мое фидерное место. Это карповый фидерный стул Carp Pro. Это два фидера Elegance V1 в росте 3,9 до 120 грамм. Это небольшой столик влагозащитный, кедры, если да, я не ошибаюсь. Там у меня какая-то наживка, емкости. Уже одну такую выкормила, сейчас снова набрала и сюда забрасываю мотыля кормового, разбиваю его кормом. Из-за ветра стало прохладнее немножко. Вроде солнце хорошо светит, а вот ветер, он, конечно, дает о себе знать. Даже мусора из-за этого больше, видите, поплыло. Всякой березовой, это луски всего. Советские кружки. И мне написали в комментариях, что пора поменять кружку, а то язык примерзнет. Я из этой кружки пью горячий кофе и чай. Это обалденные кружки. Самые удобные, легко моются, их не страшно нигде бросить, они не разобьются, они просто обалденные. И они хорошо держат тепло. Почему я не могу это сказать, если это так и есть, правильно? Да что ты там ешь? Вот, видишь, один за одним они. Да, ну потому что ты лазишь там где, что ты жалуешься? Как только фидер убрала второй с этой дистанции, сошла. Тяну, ребятки, тяну рыбку. Тяну рыбку, плотвичка. Идет к нам плотвичка или елец. Это уже похоже что-то на ельца. Это уже к нам елец приплыл, смотрите, какой красавец. И мы этого красавчика несем в луночку. Погнал.
довольно активно клюет, довольно активно использую прикормку. Вот у меня уже 3-я партия его пошла. Это все. И я сейчас заварю еще точно такой же корм. Фидер черный, фидер течения, тоже половинку. Дым. Ай, бляха-муха. Прикормку, пьешь воду, да, из прикормки? Ребята, поклевка. Думаете, есть еще что? Или все? О! Ого, ребят! Смотрите! Фу. Смотри, какая рыба. Рыбка, иди посмотри. Смотри. Смотри, какая рыбка. Обалдеть, да? Посмотри. Посмотри, какая рыбка. Молодец. Побежали, побежали. Побежали домой. Конечно, не для рыбалки на закидушки, но я приняла решение отойти в сторону, поставить 0,18 поводок и большой крючок золотой овнер. 10-ка у меня здесь, по-моему, если не ошибаюсь. И мне попалась на червя, на 2 навозных червя, вот такая вот огромная плотва. С пиявками, кстати говоря. О, попала пиявка. Вот такая вот красотень. Такая вот плотвичка. Опа! Прости! Он тут вот что-то делал. На свой фидер, ребят, также поставлю сейчас, на который буду здесь сидеть, 2 червячков. И на тот тоже пойду заброшу без корма, без ничего. Раз здесь сработала такая комбинация, попробуем мы на второй фидер поставить то же самое. Может быть, просто на большую наживку попробует позариться и рыбка покрупнее. Ставлю другой крючок, это будет пинхук 10 номера. Он просто играет. Ну что, поставила большего размера крючок, поставила целый пучок червя, ну как пучок, целого червя навозного. Дольше пришлось немножко подождать эту поклевку, и вот наконец-то хоть кто-то засекся из закормленной точки. И это вот такая вот плотва, прекрасно, на червячка, вот такая плотвичка. Ну, давайте посмотрим, что у меня тут по крючкам есть. 16 номер нет. Давайте чуть-чуть покрупнее поставим. Может быть, какого-то номера 14 что-нибудь. Великовато. 14 такого великовато.
велико. Это вот 16-й неплохой. Ну вот, ребят, только уменьшила крючок, поставила тот, который ставила с утра 16 номера, и просто на него надела снова червя. Ну, пожалуйста, вот рыба идет, понимаете? А на большой крючок ни на какой, ни на что не хочет. Именно на вот ту комбинацию, которую я поставила на червя. Ну вот, наконец-то еще одна рыбка засеклась. Сейчас периодически то засекается, то не засекается. Поклевочку пришлось ждать дольше. Идет не крупная, скорее всего, плотвичка. Совсем. Вот поэтому сейчас вы увидите ее размер. А, это даже не плотва, это даже уклея. Ё-моё, это что такое? Зажирает прям полностью. Весь этот. Интересно просто, почему появилась уклея. Ну вот что-то там колупалось. И я приняла решение перезаброситься. И походу у меня, да, ребят, идет там наконец-то рыбка. Не только рыбка, но еще и мусор. Идет плотва. И плотва совсем маленькая. Поэтому я думаю, что лучше всего все-таки по наживке ставить червяка. Вот тут под мушечками ползли к нему. Да, маленький, да. Вот тут вот могут ползти, скажи у меня. Вот. Да, вот здесь вот могут у меня ползти. Да. Кто-то на точке есть, объедает, блин, червя даже. Мотыля объедает. Так, ребят, эта рыбка такая какая-то сильно сопротивляется. Трясет головой. Я даже не знаю, кто это может быть. Это не похоже, мне кажется, плотва так сильно не сопротивляется. На червя поклевка снова произошла. У меня маленький крючок, надеюсь, там дотяну, натяжку удержу и ничего не сойдет. 0,12 поводок. Кто это? Это плотва или нет? Это елец. Я же говорю, что. Угу. Это плотва елец. Отличная плотва. Вот такая вот. Весенняя неманская. Понятно, не могу понять. Вроде бы плотва, а вроде бы елец. Может, это вообще какая-нибудь вимба. А вот нос, видите, не плотвина, нифига. Но похоже на ельца. Снова навозного червячка. Ставлю так, чтобы закрыть полностью крючок. Такой маленький крючок 16 номера, влазит половинка навозного червя. Уже больше я цеплять не вижу смысла. В корм сейчас стала добавлять не только мотыля кормового, но и чуть-чуть добавила кукурузы. Посмотрим. Если дальше будет вот такая рыбка еще хорошая, значит кукуруза все-таки дает свое. Так, еще одна плотвичка. Сейчас аккуратненько снимем колокольчик и, опа, и подсечем. Посмотрим, кто там у нас. Погнали. Есть. Ух ты, как сопротивляется. Смотрите. Ох, какая плотва. Посмотрите. Ой, какая красота. Хорошо. О, какая красотка. Посмотрите, какая плотвичка. Очередная. Вообще огонек, да, ребят? На червячка. Поправила червячка. Ну, вроде бы, может, кто-нибудь и клюнет еще, попробует. Рыбка ж любит всякие абсосинвики. Оп.
Ай, хорошая здесь глубина, ребят. Очень хорошая. Ой, вот такая вот ладошечная, чистая неманская плотвичка. Смотри, какая клюет рыба. Смотри. Да, мой маленький. Да, вот такая вот рыбка. Виталик, она, наверное, бешеная. Ребята, хотя в воде они ж воды бешеные боятся. Да? Витер, с ней что-то не так, да? Она не боится, это бешенство. Все, уезжаем, Виталик. Виталь! Пошла! Пошла! Уходи с собакой, уходи! Уходи в машину, уходи! 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 Собаку быстренько увезли в машину, а она пошла ко мне, в мою сторону. Я от нее, а она прятаться возле палатки, и я ударила ногой и ей все равно. Она спрыгнула, потом что-то пошла. Все, мы, ребят, уезжаем отсюда. Ну его нафиг, блин. Мы отсюда просто берем и уезжаем, потому что это какой-то стрём. Сдвинулась ниже по течению. Сейчас оператор собирает палатку вместе с собакой, переедет ко мне сюда. Мы приготовим здесь покушать, ребята, и уедем. Такого в жизни не было. На самом деле. И это страшно, потому что бешенство одно из самых страшных заболеваний, после проявления симптомов которого оно уже не лечит. Река Неман, Столбцовский район. Будьте осторожны, потому что 100% у этой норки какое-то заболевание. Я думаю, что это бешенство. Поставила там вот червячками, но все дергает и дергает, там выход из глубины. Здесь глубина. Тоже поставила червя, тоже поставила большой крючок. Здесь кормлю, там не кормлю. Там клюет, здесь пока нет. Интересно. Уехали с того места, на котором были. Мы очень сильно испугались. Собака вместе с нами испугалась. Конечно, потому что, мы никогда с таким не сталкивались. И рисковать мы не хотим. Ни собой, ни своей собакой. Распалим костер, приготовим покушать, посидим здесь чуть-чуть, сколько получится, и поедем домой, уже ночевать здесь не будем. У меня на опарыше что-то здесь клюнуло на одного красного. Прикормка все-таки, видите, подозвала хоть какую-то плотвичку, но и то хорошо. Уже есть хоть что-то. Уже есть плотва. Мой сладенький покушал. Мой сладенький, дай я тебя обниму. Дай я тебя поглажу. Вот так моего сладенького. Вот так вот моего сладенького. Вот так вот моего мальчика. Умничка моя. Ого. Есть, ребята, есть. Есть, ребята. Ну вот еще и прибавление у нас в норку. Оп. Кто бы мог подумать, что я еще... Дым. Пойдем. Сделаем сейчас ребрышки в афганском казане с картошкой, тушеной в сметане. Ну иди посмотри. Ну иди сюда, солнышко маленькое. Иди сюда, собачка. Иди к нам. Дымка. Тушить ребра собираемся в сметане, поэтому взяли с собой баночку. Благо температура позволяет.
в наши ребра отправляем нашу сметану. Картошечку, ребят, следующий слой у нас идет после мяска. Вот, картофанчик. Сейчас вот сюда еще чесночинку вот такую вот. А вот так вот в темноте под синим цветом светится карпрошная леска. Прикол. Смотрите. Думаю, ребят, уже должно быть все готово. Снимем. Здесь заложу снова костерок. И эту всю рыбку, она мне не нужна. У меня с зимы полно рыбы сушеной. Поэтому эту рыбу я пойду и всю отпущу. Погнали, погнали, погнали. Красавцы. Погнали. Ну, вы гоните или не гоните, дурни? Одна рыба сегодня не пострадала, да? Ни одна рыба. Палатки успели переночевать, пару часиков поспали. Рыбку половили. Костерок горит. Кофеёс попили. Снасть обновили. Должны быть готовы с картошечкой. Здесь вообще ничего нет, кроме ребер, картошки, чесночка. Здесь нечему было пустить сок. Такое ощущение, как вот эта сметана, да? Выглядит, ну, так себе. Вот получилось, я надеюсь, вкусно. Картошка, естественно, приготовилась. Парочку картофелин. И давайте достанем до мяса. Хорошо, что вовремя сняла. Уже троху стало подгорать. Вот такая вот вкуснота у меня получилась. Сейчас посмотрим. Видите? Вовремя достала. Пригорела бы. Отлично. То, что надо для ВВФ, ФВФ. Ребята, сейчас курицу будем пугать. Можно было бы дымка выпустить, чтобы ее поймал. Ну давай, лети.